Проект «Новороссия». Взгляд известного российского журналиста Александра Невзорова. Изучение жизни по новостям СМИ – это попытка определить сорт пармезана по вкусу кала того, кто этот пармезан съел. По всей вероятности, это непростой, но увлекательный процесс. Мы слышим, как население РФ все громче чавкает новостями, вникая в тайны войны и мира. Оно так увлеклось дегустацией, что начисто забыло о своей первоначальной задаче, то есть о своей попытке все же узнать сорт пармезана. Как будто я там не заметил, что они пиво, это рекламируют. Как будто народ дебилы. Просмотр новостей в РФ превратился в гражданский обряд, стал важнейшей частью пещерно-черносотенного культа. Пережеванность информации, ее обработанность кислотами и желудочными соками идеологии, ее странствие по извилистому кишечнику СМИ уже не играют никакой роли. Продукт прекрасно употребляется и пользуется огромной популярностью. К тому же масс-медиа России научились начинять его газами чистой духовности. Это придает моменту выхода продукта к потребителю характерную, легко узнаваемую звучность. Меня мама крестила во всяком случае, втайне от отца, который был членом Компартии. Не был никаким функционером, он просто на заводе работал, тем не менее был каким-то там микропартийным деятелем на уровне цеховой организации заводской. И мама втайне от отца, якобы втайне, еще раз хочу повторить. Изготовление медиапродукта и не может быть иным, нежели это прописано в третьем законе профессора Гитлера. Да, того самого. Помимо всего прочего, Гитлер, разумеется, был почетным профессором 9 университетов только в одной Германии. Третий закон гласит: всякая пропаганда должна быть доступна для массы. Ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать. Чем к большему количеству людей обращается пропаганда, тем элементарнее должен быть ее идейный уровень. Адольф Гитлер. Моя борьба. Все СМИ во всем мире в той или иной степени следуют этому закону, особенно в сложные времена. Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает, что дно тупости уже достигнуто. Ведь публика обожает однозначность, особенно российская. Она умеет быть благодарной тому, кто избавляет ее от мерзкой необходимости думать. Уже избавлено порядка 88%. И эта цифра все растет. Виртуальный пещерно-черносотенный мир оказался для них очень уютным местечком. Он первое, что сказал, когда стал президентом: нужно помочь людям. Мы это помним всю жизнь. И сейчас мы будем голосовать ползком, поползем на пункт и будем голосовать за Путина. Во всем этом нет никакой трагедии и никакого посягательства на личность. Ведь если мировоззрение человека сформировано телевизором, это означает, что его никогда у него и не было. Быдло, все, что стояло здесь, это быдло было. И я быдло. Конечно, все это мешает населению осознавать реальность, но она интересует народ примерно так же, как вкус пармезана. То есть вообще никак. Более того, реальность по самой своей природе штука русофобская и антигосударственная. Ей и не должно быть места в России, а нетерпимость к ней должна стать обязательной чертой истинного патриота.
Смущает только то, что еще не везде и не во всем над ней одержана победа. К примеру, в вопросе об абсолютной самобытности и уникальности русского мира, русской цивилизации, нет-нет, да и показывается мерзкое рыло реальности, способное попортить всю красоту патриотической картины. Я прихожу в Турцию, чтобы отдохнуть. Нет, в конце концов, вы сколько будете издеваться над нами, над русскими, а? Почему? Скажите мне. Я Вот почему? Вот. тебе что сказал? О, все. Конкурирующий в популярности с Крым нашим пещерный клич «Россия не Европа» звучит не так красиво, как мог бы. А все потому, что реальность пока еще осмеливается о себе напомнить разными способами. А вы поддерживаете Путина? Молодец. Как известно, у идеологии самобытной и неповторимой русской цивилизации существует небольшая проблема. Что-нибудь русское обнаружить в общественных пейзажах практически нереально. Абсолютно все, из чего соткана современная жизнь РФ, имеет строго западное происхождение. И никакого другого. Вторично и заимствовано все без исключения. Включая, кстати, и культуру. И Евгений Онегин, и Анна Каренина – продукты лицензионные, изготовленные по тем западным литературным технологиям, которые Европа вырабатывала несколько столетий. Россия не имела ни малейшего представления даже о существовании рифм. Европа оттачивала формы поэм, романов и симфоний, она же задавала их стилистику и дизайн. Так что русского в Евгении Онегине не больше, чем в Форд-Фокусе, собранном во Всеволожске. Забавно было бы посмотреть на это произведение, выполненное в древлеправославной стилистике Четьих Миний или Актоиха. Паки, и же Херувимы, ваше сиятельство, смилуйтесь. По европейским же технологиям создавалось и все остальное. Напомним, что даже Кремль и его соборы построены итальянцами. А национальный символ матрешка – это даже не Европа, а простой плагиат с японской игрушки толстенького бога Фукурокодзю, имеющего множество сущностей, которые можно было извлечь друг из друга. Не лучше обстоит дело и с духовностью. В основном продукте СМИ ее содержание, конечно, очень высоко, но в реальности православная идея обескровлена и протухает. Отчасти из-за украинского прокола Гундяева. 3 года Гундяев бил себя кулаками в пыльную грудь, охмуряя Кремль рассказами о невероятных адгезирующих свойствах православия, способного так склеить между собой народы, что никакой мировой закулисье порвать эту связь не удастся. Он гарантировал, что именно духовная составляющая удержит Украину в полном подчинении и покорности Москве. Для успеха операции требовалось совсем немного – ввести в украинский план мощную религиозную составляющую, смастерить пяток благочестивых героев, а также передать РПЦ пару тысяч объектов недвижимости. Не блещущий особым интеллектом Кремль легко повелся и подставил под лапшу уши, сделав в украинской игре большую ставку на православный суперклей. Религиозную составляющую хорошо разогрели и глубоко ввели публике. Недвижимость передали. Пыльный, то есть Гундяев, лично потратил месяц на чтение заклинаний и в результате заколдовал 3 унылых военнослужащих жаб в древлерусских героев, которые немедленно были вброшены в игру. Результат, как мы знаем, получился очень впечатляющий. Православные фанатики во имя православия и единства русского мира
начали нудно и неумело убивать православных солдат православной Украины, прячась от их православных минометов за спинами православных торговцев-крыжовником и таких же православных шахтерских дочек. В результате такой невероятной концентрации православия и духовности бессмысленно погибло несколько тысяч человек. Был разгромлен и разорван восток Украины, а Россия опозорена. За Путина, за Единую Россию, за 500 рублей. Игра схлопнулась, так как ситуация приобрела все признаки грязного и уникально бессмысленного скандала. Праведные принцы Новороссии вдруг покрылись бородавками, снова превратились в московских жаб и упрыгали в страну постоянного проживания. Иными словами, православный фактор не сработал ровно на 100%. В конце мая состоялся крайне неприятный разговор, после которого Гундяев удалился из Кремля, всхлипывая и прикрывая большой фингал. Если Крым наш хотя бы позволил РФ ненадолго вздыбить 3 волосины, оставшиеся от великодержавной шерсти, то проект «Новороссия» оказался химически чистым маразмом, не имеющим вообще никакого объяснения, никакой цели и никакой внятной рецептуры его завершения. Публика, кстати, начала явно зевать и переключаться. Это сигнал о том, что в ближайшее время России придется отведать новое идеологическое блюдо. Вкус его будет, конечно, чуть-чуть иным, но очень знакомым.